камера видеонаблюдения аккумуляторная. Imilab, бренд Imilab входит в глобальную экосистему Xiaomi. Это суббренд Xiaomi, поэтому отсюда выходит и качество этого товара. Камера приходит в такой вот упаковке. Если ты заказываешь одну камеру, то она приходит вот так вот. Если тебе нужна дополнительно панель, то это приходит вот так вот. Панель также фирменная именно для этой камеры видеонаблюдения. И также карта памяти, также комплектует продавец. До 128, кажется, или 256 поддерживает. Там уже на странице по моей ссылке. Ссылку я оставляю сразу в описании к видео. Камера с AliExpress заказана. Там и актуальная стоимость на сегодня, и что можно выбрать по ссылке. Видите, вы, камера идет и хаб. То есть это тот вариант, когда ты первый комплект, например, заказываешь камера и хаб. Хаб может поддерживать до 4 таких камер. Поэтому вот так ты купил первое, а потом можешь докупить по одной камере по надобности. Или сразу же заказываешь комплект хаб и 4 камеры. Такое вот устройство, качество сразу чувствуется, что сяомовское качество, вот эти все резиновые ножки, все надписи, все это похоже на Xiaomi. Ну и соответственно упаковка, все это также схоже с Xiaomi. Сама камера, такое вот устройство, камера аккумуляторная. Имеет она датчик движения, походу здесь. Да, датчик движения. Инфракрасный, камера может срабатывать на движущихся людей. Звери, автомобили, но листья и все остальное исключено. Будет срабатывать на движение инфракрасного тепла. Также имеются белые светодиоды ночной подсветки. И здесь по кругу есть инфракрасные светодиоды ночной подсветки. Камера включения-выключения и микро-USB порт для зарядки аккумулятора, встроенного в камеру. Аккумулятор имеет емкость 5200 мАч. И, как заявляет производитель, камера может в автономном режиме работать около 3 месяцев. Но все зависит от количества сработок камеры. Если вы поставили ее в месте, где много людей, где камера часто будет активироваться из режима сна, то, соответственно, отсюда и идет уже разряд аккумулятора. Штативная резьба, динамик, микрофон, все в этой камере есть. Полностью автономная IP-камера. Далее в комплекте, это еще не все, идет коробка. И здесь инструкция толстая и на нескольких языках. Видим, что понятные языки также присутствуют. Можно почитать. Даже нужно будет почитать. Смотрите, какой двухсторонний скотч идет для крепления кронштейна. В случае чего, куда-то тебе нужно, уже все готово. Кронштейн такой вот с шарниром. Накручиваешь просто камеру и крепишь куда нужно. И также меняется угол. Кстати, очень качественно изготовлен кронштейн. Ну, качество Xiaomi. Здесь во всем это прослеживается. Металлическая нога и даже вот мелочи, но приятно. Сделали такие насечки, чтобы не скользил кронштейн, когда ты будешь выкручивать его из камеры. Ну, все до мелочей. Далее блок питания для хаба. Качественный тоже. Блок питания 12 вольт, 1,5 ампера. И обычный джек. Питание, разъем, как в камерах видеонаблюдения. Хаб имеет разъем питания, куда подключаем. Блок питания, кнопка сброса к заводским установкам. RJ45 от твоего роутера домашнего. USB можно будет через хаб, в случае чего, если нужно, зарядить камеру, когда ты ее снял, для подзарядки аккумулятора. Тревожная кнопка и слот под карту памяти. И это говорит о том, что у нас вся информация хранится именно на карте памяти, установленной в хаб. Камера обменивается беспроводным путем с хабом.
Ты можешь заходить на эту камеру удаленно через приложение, через хаб. И также камера сохраняет информацию на карте памяти. Если у тебя будет установлено 4 камеры по максимуму, то они все будут хранить информацию на карту памяти. То есть такое себе домашнее облако, домашний сервер, камеры на улице. В случае, что случилось с камерами, информация сохраняется на карте памяти. Также элемент крепления для кронштейна. Шайба, ты ее прикрутил на потолок, на стену, куда-либо. И просто раз и прокручиваешь. Стандартно. Что хотелось бы в этой камере, чтобы сделали магнит. Вот как раз место под магнит неодимовый такой, как бы он просится даже здесь, чтобы он был. Или хотя бы по кругу может. Было бы вообще идеально. Вариант крепления на стену, на потолок есть. А вдруг нам металл нужно прикрепить, например, временное решение, ты камеру взял и тебе нужно ее установить просто на ворота. Вот за стеной дома у тебя ворота металлические, столб металлический. На время раз сразу на магните было бы идеальный вариант. И кабели идут. Кабели также качественные, смотришь, где-то ты их уже видел. У Xiaomi тоже такие вот лапшеобразные и кабели есть. Кабель для зарядки камеры, например, подключение ее, USB, micro-USB, стандартно все, USB, micro-USB. И кабель для подключения хаба к роутеру. Также есть, если нужно, используешь его. Если на какое-то, например, большее расстояние, то можно самому обжать кабель обычный, такой 2 RJ45 на двух концах. Ну, тоже вот смотрите, качественный вариант кабеля идет в комплекте. Кого заинтересовала данная камера, вот полный комплект. Это все уже продается в Украине по цене AliExpress. Проверяю, показываю вам, как работает. Тебя устроило, в телеграм-канал ко мне зашел. Там я с тобой в личку захожу и продаю вам по цене AliExpress. Актуальную цену можно посмотреть по моей ссылке под видео. Так я и пишу. Покупал камеру по ссылке. Переходишь, кликаешь, смотришь актуальную стоимость. Солнечная панель продлевает заряд аккумулятора на какое-то время. Полностью она его заряжать не будет. Многое зависит от солнечной активности, количества солнечных дней. Это подзарядка аккумулятора. Полная зарядка через какое-то время, например, через месяц, там, через 2, ты будешь смотреть, все отслеживать с приложения. Камеру нужно будет снимать или же просто подводить к ней блок питания, подключать ее для зарядки. Но солнечная панель будет просто аккумулятор подзаряжать. Кронштейн, крепежный элемент для солнечной панели, все идет в комплекте. Также все качественно, металлический, шарнирный. И также фирменная панель идет в алюминиевом каркасе. Она вот так вот. Здесь уголки пластиковые. То есть все качественно. Кабель. И на другом конце герметичный разъем с юбкой с такой герметичной. Микро-USB для подключения непосредственно в камеру. Подключаешь и все оставляешь. Все работает в автомате. Резьба есть штативная под кронштейн. Прикрутил и устанавливаешь куда хочешь, меняешь угол, выбираешь угол, который нужно. Перед подключением хаба устанавливаю в него карту памяти, и здесь отметка есть, как установить правильно в слот. Ну да, вот так же. До защелкивания доводим как обычно. Установили. Подключаем кабель от роутера, от твоего домашнего роутера. Условие какое первое? Ты должен к этому роутеру быть подключен и смартфоном. Выключаешь на смартфоне сразу мобильный интернет и включаешь Wi-Fi, подключаешься к своему домашнему роутеру. Именно к тому, к которому ты кабелем подключил хаб. И подключаем его блок питания в разъем питания в розетку 220. Да, оранжевый, как Xiaomi. И, наверное, когда будет подключение, перейдет в синий режим свечения. Так, здесь больше ничего нету. Оставляем хаб и устанавливаем, заранее желательно сделать, приложение EmiLab Home. Вот такое вот на iPhone, на Android, все это есть.
Заходите, проходите регистрацию, почта, ваш аккаунт, все по стандарту. Как регистрируетесь в любых сейчас приложениях. Добавить устройство, так, мигающий пошел. Добавить устройство, и здесь устройства, которые возможно добавлять камеры видеонаблюдения и IMLab Smart Hub. Убедитесь, что соответствует, которое подключено. Далее все соответствует, разрешить. Вся инструкция идет, подключили кабель, подключили, светодиодный индикатор начинает мигать оранжевым. Все есть. И подключение устройства пошло. Все русифицировано, прописано, все понятно. Отправка сообщений на устройство, все синим засветился, как я и предполагал. Во всем прослеживается Xiaomi. Заходим, Smart Hub, я понял, имя можешь свое прописать, которое хочешь, или стандартное оставить. Выполняется загрузка, обновление имеется, давайте сразу, наверное, и обновим. Текущая версия такая-то, а последняя. При обновлении светодиодный индикатор перешел в оранжевый режим свечения. Выполняется обновление, не выключайте, дождитесь завершения обновления. Все понятно, питание стабильно должно быть, как по правилу обновления любого устройства. Не быстрый процесс, но готово. Перешел, замигал несколько раз и в синий перешел. Текущая версия является последней. Отлично, все обновлено. Настройки, и здесь все, поехали. Поехали, смотрим, кликаешь, смотришь. Ставил я на 32 гигабайта карту памяти. Безопасное извлечение, форматировать. Давайте сразу и отформатируем карту памяти. Желательно в хабе, вот она установлена, и ты зашел ее в нем, отформатировал. Подтверждение есть, все отлично. Настройки Wi-Fi. Если в случае чего надо тебе вдруг переключить на другую сеть Wi-Fi, можешь зайти и это все сделать. Описание светодиодных, как, что, синим мигает, синим горит непрерывно, мигает оранжевым, ожидание, непрерывно горит оранжевым, загружается, сброс, осуществление успешно, перемигивание, ошибка, обновление встроенного ПО. Ну, короче, вся инструкция тебе, пожалуйста, в случае чего, какая-то ошибка, хаб будет тебе показывать именно с комбинацией светодиодов свечения. Имя устройства, обновление, устройство с коллективным доступом, поделиться, помощь, отзывы, удалить. Все просто и ничего лишнего нету. Далее нам нужно добавить камеру. Окей. Все, понял. Добавить доступ к камере. Берем, включаем камеру, нажимаем, удерживаем кнопку. Синий светодиод также мигает. Разрешаем доступ к камере. И это говорит нам о том, что мы должны забрать ID-номер с QR-кода камеры. Синий индикатор мигает, синий индикатор не мигает. У нас мигает. Жмем мигает. Держите устройство максимально близко. Хочет подключить. Все четко, все классно. Итак, ты можешь подключить все 4 камеры, или 5, или 4, к данному хабу. Разносить их на определенное расстояние. Беспроводным путем все это делается. И у тебя такая себе мини-система беспроводного видеонаблюдения. Качественная. Отправка на устройство. Идет подключение. Привязка устройства к устройству. IMLab EC4. Камера именно вот она. Выполняем привязку. Светодиод должен, наверное, перейти в время срабатывания. Уже приходят мне уведомления от этой камеры, что она увидела меня. Заряжайте аккумулятор полностью перед установкой. Вся инструкция вам показана. Понятно, надо его кинуть на блок питания, зарядить. Нормально 5 вольт 2 ампера. Ваш любой блок питания, домашний, смартфона. Или же можно от хаба заряжать кабелем, который есть. Вот все здесь показано. Картинка с камеры с небольшой задержкой. И картинка очень качественная. Это качественная камера и качественное будет видеонаблюдение. Смотрю я объектив, по ходу стоит 3,6 мм. Широкоугольный, именно для этих камер он и нужен. Это камера для использования с небольшой высоты. Не будешь ты ее с 10-го. Хотя можно, но ты должен понимать, что предметы будут
удаленные и угол будет широченный. Данное место идеально подходит для установки камеры, слабый сигнал сети. То есть у вас даже будет вот такая мониторинг. Мониторинг расстояния между, где слабый сигнал, где хороший. Отлично. Далее посмотрим. Интересно. Запись какую делать. Также можно менять. И план хранения на 3 месяца бесплатно. Получить сейчас. Не буду получать. Облачный сервис. Обновить устройство. Обновить камеру. Давайте обновим. Обновлял перед этим хаб. Сейчас обновляю камеру. Прошивку камеры. Процесс идет. Питание у нас автономное подается. Камера проиграла мелодию. Текущая версия. Версия является последней. Все, обновление сделано. Тоже какое-то время, но совсем небольшое. Видеотрансляция нажимаем. Это сразу в события перекидывает. И видеотрансляция. Изменение размера двойным или щипком. Понятно. Чтобы включить прожектор, нажмите О. Переключить на другой поток, изменить качество также здесь. Все, воспроизведение, просмотр видео сократить, продолжить работу, понятно. Будет вам различные предупреждения и советы по использованию камеры, как ее использовать, чтобы сохранять заряд аккумулятора, будет вас предупреждать. Вот все, камера работает, смотрите, как меняется экспозиция на картинке. Время срабатывания увидело меня оповещение о присутствии. И присылается уведомление удаленно, где бы ты ни был. Будет уведомление тебе приходить на смартфон. Звук. Раз, два, три, четыре, пять. Отличный звук, булькающий, обычный звук, как с камеры видеонаблюдения. Отлично, ты будешь слышать. Зашел на одну камеру, включил звук на вторую, на третью. У тебя здесь их будет несколько. Интересно мне было бы, конечно, подключить несколько и посмотреть, как будет полноценно эта система работать. Заряд аккумулятора полный. Заряжал я ее перед этим. Настройки здесь уже идем, наверное, по настройкам камеры. Да, настройки камеры, текущий заряд аккумулятора 99%. Напоминание об экономии энергии я вам говорил, что будет присылаться, а можно выключить. О низком уровне заряда аккумулятора ниже 20%. Ты можешь сам выбирать уровень заряда, при котором будет приходить тебе оповещение. Ну, по стандарту 20 стоит, можно 50, вот. И приходит тебе уведомление в приложение, что давай, что-то думай, аккумулятор садится. Коррекция искажений. В случае включения искажений будет уменьшено, но поле зрения также уменьшится. Улучшение, скорее всего, качества, но при этом угол чуть сузится. Нужно пробовать, смотрите сами. VDR также есть. И VDR можно включать. Опять же, от вашей ситуации смотрите. Засветок не будет, будет картинка выравниваться как днем, так и ночью. Тени осветляться, яркий свет уменьшаться, то есть все это будет делаться в автомате. И ночные режимы. Индикатор камеры. Индикатор полного заряда. Выключать эту функцию при использовании солнечной панели. Описание светового эффекта камеры. Ну, индикатор, что о чем говорит. Так же, как и на хабе, так и здесь. Вдруг какие-то вопросы, не понимаешь, зашел, посмотрел. И перезагрузить устройство в случае надобности. Удаленно ты клац, и она перезагрузилась, что-то там вдруг какие-то вопросы. Обнаружение движения, что у нас здесь. По периоду можешь ставить режим обнаружения. Непрерывное срабатывание по датчику. Видеозапись при обнаружении движения. Обнаружение движения отключено меньше, то есть или не осуществлять запись вообще. Продолжительность видеоклипа можешь ставить. Продолжительность записи. Автоматический режим. Пока человек не уйдет, максимум 60 секунд по заводу. Интервал повторного срабатывания. Датчика движения, чувствительность обнаружения. При обнаружении движения светодиодный индикатор мигает оранжевым светом. Да, что-то он у меня не мигает. Обнаружение в зоне активности. Ну, короче, настроек много. Звуковая сигнализация, можешь сирену включить. Выбрать область. Также ты можешь закрасить то, что не нужно, оставить там, где нужно, чтобы камера срабатывала. До 4 зон можно сделать. Добавить зону активности, настраиваешь. Режим сигнализации. Звуковая, световая сигнализация. Яркость свечения можешь светодиодов выбирать. Ну и дальше, короче.
Все классно, просто нужно время и ночью это все проверять, делать. Управление отправкой сообщений, уведомления включить на смартфон или нет. Если много вдруг каких-то движений, тебя она задолбала своими приходами уведомлений, ты просто выключил их и все. Тестовый сигнал, очень удобная функция. Когда ты камеры разносишь, каждую камеру ты можешь проверить. Место установки подходит ее для дальнейшей ее работы. Или может ближе нужно поднести к хабу, или хаб ближе поднести. Именно вот тестовый сигнал, и тебе показывает качество и прописано. Слабый сигнал сети по месту установки может привести к потере соединения или к сбоям видео. Как это выглядит? Список устройств, одна камера и смарт-хаб у меня сейчас в списке устройств. Будут еще несколько камер, будут они также здесь. Заходим чисто не на картинку, а на камеру кликаю, и здесь открываются тревожные события, которые были. События фиксации человека. Время, ну и по дате, понятно, ты будешь выбирать, если будет несколько дней. Вот здесь календарь открывается, то есть все понятно. И смотришь по событиям. Копировать в облако можно. Ну и также вот все сохраняется в альбоме телефона. Уже посохранялись в папке, потом ты зашел, если нужно, поделился. Фотографии, место события. По карте памяти все просто. Внизу есть события, облако, сообщение, профиль. События, заходим. Движение. Кликаешь по картинке. Звук. И короткий ролик по 6 секунд, что ли, пишет. Да, что-то он у меня не мигает. Обнаружение в зоне активности. Ну, скорее всего, я думаю, что можно там... здесь 18. Предупреждать. Вот, все. Камера работает. Смотрите, как меняется экспозиция на картинке. Звук суперовый. Просто суперовый звук. Время ну и видео также. У меня оповещение. И вот так ты можешь просматривать, перелистывая. Камера именно вот она. Хаб на столе работает там, где и стоял. Камеру я отнес. Стена толстая. Глина обложена кирпичом, плюс еще утепление, десятка пенопласт и железный навес 10 метров по прямой до камеры и еще один железный навес, там она под железным навесом стоит. То есть о чем я это говорю, что для Wi-Fi сигнала помех хватает. Заходим на камеру, получает уведомление, смотрю я в свои стационарные камеры, да, человек прошел. Заходим на камеру, заход именно сейчас. И это ты можешь делать удаленно. Сейчас уже ты можешь переключить на мобильный интернет и заходить на камеру. Взял телефон с собой, пошел, заходишь на хаб. А хаб соединяется с камерой по Wi-Fi. На видеотрансляцию именно на камеру. То я зашел как на хаб зашел. И там, наверное, скорее всего, можно одновременно будет открывать несколько камер в режиме того просмотра предыдущего. Сейчас чисто на камеру зашел. По отдельности также можно заходить. Ну, звук улицы, ветер, порывы ветра немного слышны. Звук хороший. Смотрите, индикация по заряду. Панель я кинул просто на крышу, плашмя положил ее. Угол там ничего не выдержано. Сразу засветился красный индикатор на камере, что зарядка пошла, и потух. Все заряжается в режиме просмотра. 2,5К можно в HD качестве просматривать. И тут ты можешь переключать это разрешение, если вдруг глюки, вдруг ты заходишь с плохого интернета, то уменьшай качество, соответственно, камера будет более адекватно работать. SD качество самое низкое, качество просмотра, но со слабого интернета будет адекватная картинка, без торможений. Ну и 2,5К это по максимуму. Скажу я вам, картинка просто суперовая с камеры. Обязательно оригиналы, ну то, что YouTube пропускает, потому что, опять же, YouTube режет. Качество оригинала намного будет лучше. Дата, время, имя камеры. Человек идет. Угол широченный. Вот угол реально. Смотрите, приходит уведомление. Дата, время. Когда прошел человек. Все это сохраняется в записи. Ну, xiaomi-овское качество. Этим все сказано. Можешь передать в камеру, в динамик что-то. Можешь даже сирену включить. Нажал, и сирена звуковая, какое-то время, там, наверное, 30 секунд. Тут можно даже и включать вот светодиоды и регулировать яркость. Но это ночью будем делать, часто смысла нету. Записать в папку смартфона, сделать фото
включить звук, качество. Также из такого просмотра можно режима и из такого все делать. Вот оно все здесь. Ну и самое интересное, в настройки заходим и тестовый сигнал проверяем, как работает вот эта вот плюшка. Вот показывает реальное качество сигнала Wi-Fi от хаба до камеры. 2 деления. В текущем местоположении сигнал Wi-Fi слабый. Расположите камеру ближе к своему интеллектуальному концентратору. Но работает. Вот я вам показываю именно на слабом сигнале, как происходит соединение камеры с хабом. Но я вам скажу, что судя по количеству помех, работает эта система нормально, потому что по Wi-Fi у меня там те камеры, обычные камеры, которые я хочу подключить по Wi-Fi к своему домашнему роутеру, который тут рядом расположен, не получается работать конкретно, то есть постоянно какие-то проблемы. На таком расстоянии вот эта вот система вполне таки хорошо работает. За день камера прямо удивила своей стабильностью и работой. Вообще вопросов никаких нету. Подозревал я, что может нестабильно работать, потому что вот такие вот беспроводные устройства, которые не там среднего качества, не низкого качества, за день пропадания, лаги, зависания в этой камере такого нету, при том, что даже вот видели вы сигнал какой слабый между двумя устройствами, но держится и все стабильно работает. Картинка на очень хорошем уровне, 5 мегапикселей реальных, и предметы движутся реалистично, нет никакой задержки, ни расплывания, вообще прямо удивило. По ночному видению, по ночной картинке, вот вы видите, здесь куча посохранялась уже моментов. По тревожным моментам там все сохраняется, все идеально. Приходят уведомления, с этим вообще никаких проблем, вопросов нету. Ночная картинка довольно-таки классного качества. Так, что тут в максималке? Супер. При том, что инфракрасные светодиоды, это не дальнобойная камера, с большой высоты ты ее использовать не будешь, малоэффективно, если темная территория. Если территория подсвечена фонарями, свободно ее можно с большой высоты использовать, она будет за счет того, что уличные фонари работают, будет нормальная картинка, и даже в цвете может быть нормальная картинка ночью, если есть дополнительная освещенность. Смысл работы этих камер, аккумуляторных, если не нужно, нет движения перед камерой, она в режиме сна. Ты заходишь на приложение, она просыпается, и тут ты можешь выбрать в ночном режиме по просыпанию, что камере делать. Настройки ночного видения. Сейчас стоит черно-белое. Когда камера при движении или же когда ты заходишь на приложение, она просыпается, и здесь написано, ИК светодиод включается, то есть черно-белый режим с инфракрасными светодиодами. Можно поставить цветное, можно выключить вообще все моменты. Давайте поставим цветное. При активации камеры будет светить белые LED-светодиоды вверху, 2 которых, и картинка будет в цвете. Вот заходим. Вот такая вот цветная картинка, и светят ее вот эти небольшой мощности, понятно, потому что это камера аккумуляторная. Все тут рассчитано для того, чтобы дольше оптимизировано под жизнь дольше аккумулятора. И при движении, если кто-то идет, вот я сейчас вышел, камера в сон переходит, нету движения, она спит, кто-то проходит мимо и активируется вот этот вот режим. Можно или черно-белый поставить, или этот, или же давайте посмотрим третий режим, настройки камеры, настройки ночного видения. Выключите подсветку и ИК светодиод в ночное время. То есть получается, что все должно быть по идее выключено. Вот этот можно убрать там в настройках, отключить предупреждение. Вот так. Камера получается в цветном режиме, без использования светодиодов. Ни инфракрасных, ни белых. Кому подходит этот режим? Вот как я говорил, освещенная улица, светят фонари везде. Ты переводишь эту камеру вот так, в этот режим.
У нее нету дополнительного расхода аккумулятора, не расходуют аккумулятор ИК светодиоды. Камера в экономном режиме работает. И вполне таки классная картинка. Посмотрите, какая отличная просто картинка для ночи. Светочувствительная матрица и светосильный объектив установлены. Не снижит ничего в темноте. Отлично, супер. По движению и по сработке датчика движения, чувствительность обнаружения стоит на 3, можно еще больше поставить. И я вам скажу, что не требуется даже больше, потому что работает, активируется камера, датчик видит на расстоянии где-то 10-12 метров. От 8 до 12 метров. И активируется камера, включается запись на карту памяти, приходит уведомление. Очень классно работает датчик. Перевел камеру в цветной режим с использованием LED светодиодов. Хочу посмотреть. Вот нажал на лампочку и реально ли... Да, регулируется яркость. Вот, сейчас выключил вообще. Яркость свечения белых светодиодов. Смотрите. Ну, блин, ну это очень классно. Такие возможности у такой камеры. Супер. Выключить их здесь. Да, получается, можно и выключить. Вот включил, вот выключил. Все, не нужно тебе заходить в те настройки. Давайте посмотрим, получится ли так в другом режиме. В режиме ИК светодиодов. Или это только свечение белых? Получается, что да. Смотрите. Также можно включать и выключать инфракрасные светодиоды и регулировать их яркость. Вот. Вдруг засветка, вдруг у тебя камера где-то рядом предметы, может ветка дерева или чего, ну или же низко камера висит, и тебе... Можно регулировать яркость ИК светодиодов или же выключать их вообще и оставлять картинку камеры в черно-белом режиме. Выключил вот. Все. Черно-белый режим и выключены ИК светодиоды. Блин, суперово. Давайте проверим кнопку с тревоги. Сирена, камера будет издавать звуковую сирену в течение 10 секунд. Ничего себе. Я слышу... Я слышу ее и там, и здесь повторяет хаб, эту сирену. И также, нажав на кнопку на хабе, аларм, также ты посылаешь сирену. И скорее всего, если у тебя будет много камер, ну вот 5-4, сколько поддерживает хаб, на всех камерах будет звучать сирена. Но тут непосредственно я включаю на этой камере можно, а на хабе общая сирена будет на все камеры включена. По заряду аккумулятора, смотрите, сейчас показываю 96%, и это то, что я начал сейчас заходить, и вот включать, выключать светодиоды. Днем держался заряд на 100% при включенной солнечной панели. И солнечная панель работала, уже зашло солнце, но еще на улице было светло, она какой-то заряд давала, потому что индикация показывала, понятно, что там заряд уже не качественный, вот эта индикация показывала, что еще заряд идет. Уже когда стемнело, тогда камера, понятно, то есть солнечная панель отключилась, индикация не показывала. Но целый день держала 100% была показания аккумулятора. Хотя ставил я камеру, вот тут пока ее тестировал, то все с 97% заряда. То есть панель поддержала и зарядила до 100 и держала до 100%. Солнечный день сегодня хороший был, правда осенний. Короткий, но солнечный. И панелька держала 100% аккумулятора. Это очень классно. Именно та камера, которая реально работает с солнечной панелью. И реально вот эти все моменты работают. Очень классно. Недаром IMLab подразделение Xiaomi. Качество их, именно xiaomi'вское, во всем чувствуется в этой камере. На сегодня все. Подписывайся на канал. Чат в Телеграме. Продаю вам эту камеру по цене Алиэкспресс. Комплект вот забирай и все.
На Алиэкспрессе ты можешь купить отдельно, докупить, как я говорил, камеры, докупить солнечную панель, если нужно, для всех камер, для одной, для двух, как захочешь. Но солнечная панель реально работает и можно ее использовать. ТикТок, подписывайся, там все анонсы. Первое, что в ТикТоке я показываю, видеоанонс, что будет, и ты уже будешь дальше себе рассчитывать, покупать, не покупать, ждать видеообзора, не ждать. Всем удачи, до следующих видео.